Расцвет культуры майя пришелся на эпоху Древнего Рима. Их цивилизация стала наиболее развитой в Мезоамерике. Она осталась в веках благодаря своей письменности, обширным математическим и астрономическим знаниям, сохранившимся предметам искусства, архитектуры. Индейцы майя сумели наладить эффективную систему земледелия, создали календарь, научились строить каменные города, обсерватории и даже сохранившиеся до наших дней дороги. Но, несмотря на огромный багаж знаний, величественные города и большое население, загадочная древняя цивилизация пришла в упадок еще в конце IX столетия. Почему исчезла целая цивилизация и чем еще известны майя? Майя, кем они были? Хотя нельзя однозначно назвать цивилизацию майя наиболее величественной, она точно может претендовать на звание самой загадочной древней культуры. Этот народ научился создавать огромные пирамиды, которые могут конкурировать с египетскими по красоте, изготавливать керамические изделия. А календарь индейцев и вовсе считается одним из наиболее точных из тех, которые были придуманы человеком. Уникальная цивилизация появилась на основе более ранних культур, существовавших на Тихоокеанском побережье. Это альмеки, сапотеки и прочие народы. О большинстве достижений майя можно узнать благодаря придуманной ими письменности. Индейцы оставляли послания всюду, на зданиях, камнях и других объектах. На сегодняшний день найдено свыше 1000 городов-государств, племен и множество мелких поселений. Далеко не все они до сих пор исследованы, поэтому новые факты о майя мы узнаем и в наши дни. Например, то, что один из крупных майяских городов Тикаль с населением свыше 100 000 человек был покинут из-за отравленной воды. Оказалось, что в водохранилище попадала ртуть, источником которой стала краска, которую наносили на здания и другие объекты. Во время дождей пигмент попадал в резервуары и яд накапливался. Где жили майя? Народ майя облюбовал теплые и комфортные для проживания территории, входящие в состав современной Мексики и Центральной Америки. Много их архитектурных сооружений и даже целых городов находят и сегодня на полуострове Юкатан, в Панаме, Гондурасе, Гватемале и не только. Древние майя не были единой империей с одним правителем. Их территория была поделена на города-государства. И хотя племена долгое время считали безобидными, мирно существовавшими земледельцами, позже историки пришли к выводу, что это мнение ошибочное. Население постоянно враждовало друг с другом и своими соседями. Когда зародилась цивилизация, историки до сих пор спорят о том, когда именно зародилась цивилизация майя. Но известно точно, что эти народы проживают на Юкатане более 40 веков. Наиболее ранние археологические находки культуры датированы вторым тысячелетием до нашей эры. Считается, что майяская цивилизация появилась в промежутке от 7000 до 2000 годов до нашей эры, когда охотники и собиратели начали создавать поселения. Майянская цивилизация зародилась между 7000 и 2000 годами до нашей эры. Толчком к развитию новой культуры стала кукуруза. Население научилось выращивать маис и готовить его. Кроме этого, они выращивали бобы, кабачки и другие овощи. Постепенно племена начали возводить города, совершенствовать их, придумали системы очистки воды, развивали военное искусство и не только. Как погибла загадочная цивилизация? Быстрое сокращение населения началось еще в IX веке, а к середине X майя перестали строить сооружения из камня. Жители начали покидать города, а придуманные ими системы водоснабжения приходить в упадок. Запустение их поселений происходило с 810 по 1050 годы. Например, Тикаль опустел в 950 году. Историки до сих пор не пришли к единому мнению, почему же великая цивилизация исчезла. Выделяют несколько версий. Засуха. В той части Мексики, где жили индейцы в IX-X веках, этот период ознаменовался резким сокращением осадков до 70% в год. Засуху народ переживал и ранее, тогда в Тикале создали водохранилища. В IX веке сюда хлынули беженцы, запасов воды и пищи не хватило, а народ ушел в джунгли. Кукуруза. Из-за сильной жары и нехватки воды племена выращивали в основном маис. Иногда питание разбавляли мясом диких животных. И либо из-за скудности рациона народ попросту выродился, или урожаи кукурузы погибли из-за засухи, а люди — от наступившего голода. Войны. Майя постоянно воевали друг с другом, причем относились к врагам с особой жестокостью. Жителей побежденных городов они брали в заложники, а сами поселения предавали огню. Массовые захоронения тоже подтверждают версию, что индейцы могли истребить самих себя.
Современные потомки тех самых древних майя живут в Мексике и на других территориях, где обитали индейцы и сегодня. Их численность составляет около 6 миллионов человек. И они до сих пор говорят на языках древних людей, приносят в жертву предкам птицу, носят традиционную одежду и соблюдают общинный строй. Однако их самобытность постепенно стирается под влиянием прогресса. История культуры в 3 периодах. Ученые делят историю майя на 3 основных периода. Первый или доклассический, с начала Зарождения и до 317 года. В это время индейцы начали создавать города-государства, практиковать подсечное земледелие, а также производить ткани на основе хлопка и не только. Классический или период Древнего Царства с 317 по 987 годы. Это время расцвета культуры майя, отмеченное максимальным ростом науки и культуры, развитием архитектуры, созданием астрономического календаря и другими достижениями. Именно на данный этап приходится рост крупнейших городов и одновременный исход населения из них. Постклассический или период Нового Царства с 987 года по XVI век. Постепенное угасание культуры индейцев, эпоха прихода испанских конкистадоров, разжигание братоубийственных войн, запустение городов. На смену постклассическому периоду пришел колониальный, когда испанцы начинают завоевание, чем известна майя-религия. Майя отличались особой религиозностью, они поклонялись 150 божествам. Главным богом племен был Хунакпу, бог кукурузы. По представлениям индейцев, люди были сотворены из грязи, после — из дерева и початков кукурузы. Есть и другие интересные факты. Племена верили в реинкарнацию, также они делали кровопускание и человеческие жертвоприношения. Но не чтобы задобрить богов, а для отправления предкам посланника за вестью. Ацтекский календарь, из-за которого в 2012 году были опасения, что наступит конец света. Искусство. Искусство майя достигло пика в классический период. Племена создавали эффектные фрески, которые сохранились в Паленке и других городах. Также они изготавливали скульптуры, например, стелы с барельефами, расписывали керамику, делали маски и так далее, ключевые мотивы в творчестве — змеи, антропоморфные божества и мифологические сюжеты. Архитектура. Одна из загадок цивилизации — это то, как они сумели построить множество похожих на дворцы храмов и пирамид, ведь майя не знали колеса и не умели обрабатывать железо. Зато они стали авторами майяского свода, системы арочного сужения крыши. А их города соединяли дороги, сделанные из камня и штукатурки. Астрономия и математика. Индейцы умели наблюдать за звездами, предсказывали лунные и солнечные затмения. Для занятий наукой они строили обсерватории. Руины одной из них сохранились в городе Чичен-Ица. А в математике племена использовали понятие нуля, а ведь в Европе его стали применять в вычислениях лишь после 1228 года. Кстати, у майя был гороскоп. Каждому дню в году они присваивали кин. В зависимости от принадлежности к нему можно судить о характере человека, здоровье и так далее. Календарь майя. Одно из главных достижений — календарь, построенный на 3 системах датирования — для богов, гражданской жизни и астрономической. Именно эта система исчисления породила панику о возможном конце света 21 декабря 2012 года, потому что с этой даты начинался его новый цикл. Календарь состоял из 260 дней и делился на 13 циклов по 20 суток в каждом. Каждый день обозначался числом и символом. Спорт. Известно, что индейцы не только много и упорно работали, но и умели развлекаться. Майя любили игру в мяч, сделанный из каучука. Кстати, в этом действии крылся особый смысл. Мяч символизировал голову, им нужно было попасть в кольцо, совершить переход из мира живых в потусторонний. Но и играли майя не просто так, это было состязание на возможность перехода в лучший мир. Проигравших умерщвляли. Где сейчас можно познакомиться с культурой майя, некоторые из обнаруженных городов майя внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Мексике это Ушмаль, Паленки и Чичен-Ица, в Гватемале — Киригуа и Тикаль, в Сальвадоре — Хоэ-де-Сирен, называемый Помпеями Америки, а в Гондурасе — Копан. Все они доступны для посещения и превращены в национальные парки. Центром майя-тольтекской цивилизации считается Чичен-Ица, а его главная достопримечательность — пирамида Кукулкана. Здесь же хорошо сохранился храм круглой формы Эль-Караколь. На окнах его купола индейцы изобразили небесные тела. На территории храма есть поле для игры в мяч и глубокий священный колодец.
Немало архитектурных сокровищ ждет туристов в Копане, Афинах древних майя. На его площади найден Акрополь, комплекс из храмов и дворцов, стелы. А стадион в городе украшен изображениями попугаев. Помимо древних зданий, к посещению доступен музей скульптуры майя. В Паленке, затерянном в джунглях, сохранилось множество объектов: пирамидальные храмы Солнца, креста, надписей. Все они украшены каменной резьбой, имеют ступени и акведуки. Кроме этого города, стоит побывать в Тикале. Это огромный город с пирамидами на востоке и западе, величественными храмами Ягуара и масок. Топ достопримечательностей майя — пирамида Кукулькана, достигает в высоту 25 метров. Она имеет 9 ступеней и представляет собой грандиозный календарь. Туристы стремятся посетить достопримечательность в дни равноденствия, когда благодаря игре света и тени создается эффект, будто по балюстраде сооружения ползет змея. Храм надписей в Паленке высотой 23 метра, единственная в Мексике пирамида, построенная как гробница. Он украшен множеством иероглифов, которые рассказывают о городе, его правителе Пакале, саркофаг которого с драгоценными камнями был найден внутри лишь в 20 веке. Ушмаль — религиозный город на Юкатане, название которого переводится как «рожденный трижды». Он занимает площадь около 30 тысяч квадратных метров. Лучше всего на его территории сохранились пирамида волшебника высотой 38 метров и Великая пирамида с храмом бога дождя, дворец правителя с мозаикой на фасадах и скульптурами змей. Пирамида Эль-Кастиле высотой 42 метра, сохранившаяся в Кабе. Рядом с этим городом были обнаружены несколько дорог. Протяженность самой длинной из них составляет 100 километров. К вершине пирамиды ведут 120 ступеней, на ней находится алтарь для жертвоприношений. Акрополь в Киригуа, где сохранились зооморфные монументы. Для строительства города использовался красный песчаник. Здесь было обнаружено множество стел, монументов и алтарей, а сам Акрополь состоит из дворцов, святилищ и административных зданий. Город монументов украшен изображениями змей, крокодилов, ягуаров и не только.